Глава 2391. Несравненная мощь. Посмотрев сверху вниз, можно было бы обнаружить, что стены ветра уже образовали желтый барьер, который окутал всю пустыню внутри него. Ся Мин сел, скрестив ноги на расстоянии, затем закрыл глаза, сосредоточившись на управлении свитком перед собой. Внутри золотой пагоды сцена, изображенная на световом экране, также превратилась в желтую песчаную бурю, из-за чего больше ничего нельзя было разглядеть. Госпожа Лин Юнь слегка нахмурила брови, увидев это, и сказала: «Брат Юй, сокровище, которое использует даос Сяомин, это свиток желтого ветра секты Кровавой Кости, верно? Я слышал, что это сокровище занимает довольно высокое место даже среди глубоких небесных сокровищ Царства Духов. Тот факт, что оно скрывает вид даже этого оценивающего небо зеркала, является явным свидетельством его силы. Однако не слишком ли рано пользоваться этим сокровищем? Разве коллега даос Сяомин не слишком осторожен? Хе-хе, это действительно очень известный свиток желтого ветра. Этому свитку обычно поклоняются в зале наследия секты Кровавой Кости, и только столкнувшись с могущественными врагами, великие старейшины достают это сокровище, прежде чем доверить его одному из них, чтобы встретиться лицом к лицу с врагом. Сокровище на самом деле уже было подготовлено заранее. Вся эта пустыня была на самом деле проявлена этим свитком, и он только сейчас официально активируется. Что касается того, не слишком ли осторожен товарищ Дао Ся, я думаю, что это хорошая идея, что он так решительно активировал сокровище. В конце концов, с устрашающей силой этого человека, я думаю, что как экстремальная формация неба и земли, так и свиток желтого ветра необходимы, чтобы действительно убедиться, что мы поймали его в ловушку. Что ты думаешь, брат Би? А, ты выглядишь не очень хорошо, брат Би, у тебя что-то на уме? Спросил человек в малиновом одеянии, увидев выражение лица Би Ин. В этот момент Би Ин пристально смотрел на световой экран с чрезвычайно мрачным выражением лица, и только услышав слова человека в малиновом одеянии, он отвел взгляд и заставил себя улыбнуться. Я не знаю, почему, но по какой-то причине, увидев появление этого человека, я испытал леденящее душу ощущение. Ой, это не то, что следует игнорировать. На нашем уровне мы способны чувствовать определенные надвигающиеся опасности. Товарищ Даосист Хэ, госпожа Лин Юнь, у вас двоих одно и то же предчувствие. Поспешно спросил человек в малиновой мантии, поворачиваясь к двум другим присутствующим. Я этого не делал. И я тоже. Может быть, твое предчувствие было неверным, брат Би? Спросил человек в мантии ученого со слабой улыбкой. Независимо от того, верны ли мои предчувствия или нет, я больше не планирую оставаться здесь, я собираюсь немедленно вернуться в торговую гильдию. Независимо от исхода битвы, просто отправьте сообщение в нашу торговую гильдию, брат Юй. К большому всеобщему удивлению, Биин внезапно собрался уходить. Ха-ха, разве ты не позволяешь себе поддаваться беспочвенным страхам, брат Би? Даже если бы действительно возникла какая-то опасность, что могло бы случиться с нами четверыми здесь? Почему бы тебе не подождать, пока битва закончится, прежде чем? Прямо в этот момент слова человека в малиновом одеянии были резко оборваны, когда сцена на световом экране внезапно начала светиться светом светом, и бесчисленные полосы золотого света пронзили ветровой барьер, осветив весь световой экран ярким золотистым светом. Зеркало, оценивающее небо, вот-вот взорвется. Воскликнул человек в малиновом, и выражение его лица резко изменилось. Сразу же после этого световой экран задрожал, прежде чем взорваться шаром золотого света, посылая ударные волны во все стороны. 4 существа великой стадии Вознесения немедленно приняли защитные меры, чтобы нейтрализовать надвигающиеся ударные волны, но все их выражения значительно потемнели, когда они посмотрели на то место, где когда-то был световой экран. Теперь там осталось только разбитое зеркало, и госпожа Лин Юнь спросила, что случилось? Почему вдруг взорвалось оценивающее небо зеркало? Брат Юй, ты очистил сокровище, так что, конечно, ты знаешь, что произошло. Тот факт, что зеркало для оценки неба взорвалось, даже когда оно находится так далеко от места битвы, указывает на то, что что-то действительно пошло не так, ответил человек в малиновом, но это не был прямой ответ на заданный вопрос. Он приобрел это сокровище по очень высокой цене, и оно могло позволить ему наблюдать за районом с расстояния в бесчисленные километры, что делало его очень полезным сокровищем. Как таковой, он, естественно, горько оплакивал его внезапное разрушение. Судя по сценам, которые развернулись прямо перед тем, как небо оценило разрушение зеркала, похоже, что всплеск силы, который был намного выше допустимого предела свитка желтого ветра, разразился внутри него, чтобы привести к этому. Может быть, предчувствие товарища даосиста Би Ина было верным? Человек в мантии ученого задумчиво нахмурил брови. Свиток желтого ветра — это глубокое небесное сокровище, и ему помогают экстремальные образования неба и земли и 12 существ великой стадии Вознесения. Какую способность мог раскрыть этот человек, чтобы сокрушить свиток подобным образом? Госпожа Лин Юнь пробормотала что-то себе под нос. Что касается Би Ина,
Он промолчал, но выражение его лица потемнело еще больше. «Все в порядке, я отправлю сообщение, чтобы спросить коллегу даосиста Сяомина, что именно произошло», сказал мужчина в малиновом одеянии, когда выражение его лица немного смягчилось. Таким образом, он перевернул руку, чтобы получить нетронутую белую формирующую пластину, в которую он быстро наложил несколько печатей заклинания, и на ее поверхности появилась панель серебряных рун, прежде чем исчезнуть в мгновение ика. После этого человек в малиновом одеянии пристально уставился на пластину формирования, ожидая ответа. Однако прошло целых 15 минут, а пластина формирования по-прежнему не проявляла никакой реакции. Выражение лица человека в малиновом одеянии постепенно темнело все больше и больше, и он, наконец, убрал предмет, сказав: «Похоже, что-то действительно пошло не так. Коллега Даос Сяомин находится на краю пустыни, но даже с ним нельзя связаться. В таком случае нам придется кое-что подготовить. Если все наши собратья даосы пали, то есть очень хороший шанс, что этот человек придет за нами следующим». В конце концов, коллега Даос Би Ин был поражен предчувствием при виде этого человека, мрачно вздохнул человек в мантии ученого. «Ты все еще планируешь уйти сейчас, товарищ Даос Би Ин?» — спросил человек в малиновом одеянии, поворачиваясь к Би Ин. «Нет. Если этому человеку суждено стать моим падением, то я не смогу избегать его вечно, только столкнувшись лицом к лицу с этой бедой и преодолев ее, у меня будет шанс выжить», — ответил Би Ин, когда решительный взгляд промелькнул в его глазах. «Хорошо. Несмотря на то, что нас всего 4 человека, в этом городе есть 100 тысяч учеников и могущественных формирований, которые мы можем использовать, так что мы все еще можем сражаться. Я уверен, что этот человек не смог бы выйти из той битвы невредимым», — сказал человек в малиновом одеянии. Патриарх Хэ и госпожа Лин Юнь также понимали, что сейчас не время бежать самостоятельно. И если бы они решили сделать это, вполне возможно, что их враг мог бы нацелиться на них одного за другим, тем самым подвергая их еще большей опасности. Конечно, главной причиной их решения остаться по-прежнему оставалась их уверенность в собственных силах. Несмотря на то, что они также были существами великой стадии Вознесения, они были намного могущественнее, чем 12 существ великой стадии Вознесения, собравшихся в ловушке. Объединив свои силы, они также смогли бы с легкостью убить этих 12 великих существ в стадии Вознесения. Таким образом, все 4 быстро покинули зал и начали отдавать ряд приказов своим ученикам. Тем временем пустыня полностью превратилась в мир золотого пламени. Серия огненно-золотых гор высотой более 10 тысяч футов появилась на земле внизу, разорвав всю суперформацию на части и выпустив в небо огненно-золотые облака. У подножия огненных гор лежали груды обугленных трупов, а световое образование в небе было запечатано слоем голубого ледяного льда, что делало его полностью неподвижным. В центре огненно-золотых гор стоял золотой гигант высотой более 10 тысяч футов. У гиганта были золотые узоры духа по всему телу, и он был полностью идентичен внешнему Аляну, за исключением того, что один из его глаз горел обжигающим золотым пламенем, в то время как другой излучал голубую ледяную ци. Великан держал в вытянутой руке гигантскую малиновую жабу. Половина тела жабы уже была разорвана на части, и ее аура была крайне слабой, указывая на то, что она была на грани смерти. Другая рука гиганта была прижата к тому, что осталось от головы жабы, из которой непрерывно вылетали нити золотого света. Казалось, золотой гигант что то искал в воспоминаниях жабы. Несколько мгновений спустя золотой гигант холодно хмыкнул про себя. Довольно впечатляет, что он смог запечатать большую часть своей души и сделать ее недоступной для меня, но воспоминаний, которые мне удалось увидеть, уже достаточно. Итак, все самые могущественные существа на континенте Кровавого Неба из сект Кровавого Дая и торговой гильдии Хэлянь собрались вместе. Это делает вещи очень удобными для меня. В будущем мне не придется снимать их по одному. Как только его голос затих, вспышки пурпурно-золотых молний вспыхнули вокруг золотого гиганта среди грохочущего раската грома, затем превратились в бесчисленные пурпурно-золотые цепи, которые мгновенно исчезли в теле гиганта. Золотой гигант издал приглушенный стон, и алая жаба в его объятиях мгновенно превратилась в пепел от вспышки золотого пламени, после чего гигант быстро вернулся в свою человеческую форму молодого человека в черном одеянии. Затем Маляна вырвала парой глотков золотистой крови, и его лицо побледнело еще больше. В то же время огненно-золотые горы внизу исчезли, как будто они были не более чем иллюзиями. Малян положил руку себе на макушку, и золотой талисман вылетел, прежде чем в мгновение Икэ приземлиться в его руке. Как и ожидалось, высвобождение моей полной трансформации и духовной сферы оказалось для меня довольно тяжелым испытанием. К счастью, я получил огромную пользу от кровавых жертвоприношений, которые я совершил, и у меня есть этот золотой бессмертный талисман, подаренный мне мастером. В противном случае, я был бы раздавлен силой этого царства в тот момент, когда я претерпел свою трансформацию. Этот талисман сможет поддержать мою трансформацию и область духа еще в 2 случаях, и этого определенно будет достаточно, чтобы я уничтожил всех этих муравьев.
Хе-хе, с этими дураками, подающими пример, я уверен, что никто другой во всем этом царстве духов не посмеет противостоять мне. Сказав это, эти два муравья довольно быстро отреагировали. Они убежали, как только я претерпел свое превращение. Однако, с семенами истинного духа, которые я посеял на их телах, они никак не смогут по-настоящему уйти от меня, холодно усмехнулся Малян. Глава 2392. Случайная встреча. Полдня спустя в гигантском городе, где находились Би-Ин и другие, произошла эпическая битва, длившаяся почти день и ночь. Все в радиусе десятков тысяч километров от места сражения было превращено в пепел, а несколько дней спустя начала распространяться удивительная новость. Все существа Великой Стадии Вознесения, собравшиеся, чтобы выследить виновника кровавых жертвоприношений, были убиты в бою, за единственным исключением госпожи Лин Юнь с горами ряд проклятий. Однако даже она была серьезно ранена до такой степени, что почти вернулась на стадию интеграции тела. Как только она вернулась на гору Мириад проклятий, она немедленно активировала все ограничения на горе и объявила, что гора будет закрыта для всего континента на 10 тысяч лет. В результате весь континент Кровавого Неба был в состоянии паники, а другие крупные державы и существа Великой Стадии Вознесения внутри этих держав были в растерянности, не зная, что делать. Вскоре после этого нация среднего размера и несколько близлежащих сект были убиты в рамках другого кровавого жертвоприношения. Однако Хань Ли не обращал на все это внимания. В этот момент он уже телепортировался на остров, который находился довольно далеко от континента Кровавого Неба, затем покинул остров вместе с Чжу Гоэр и патриархом Хуаши на священном ковчеге Чернильного Духа, прежде чем отправиться в океан. В море водились гораздо более могущественные звери, чем на суше, и некоторые из них были довольно грозными даже в глазах существ Великой Стадии Вознесения. Однако мощных марионеток на священном ковчеге Чернильного Духа было достаточно, чтобы позаботиться о большинстве морских зверей, которые осмелились напасть на ковчег. Иногда они сталкивались с особенно сильным морским зверем, но все они быстро убегали, увидев проявление силы Хань Ли. Пролетело полгода, и в этот момент гигантский ковчег преодолел неизмеримое расстояние через океан. В этот день, как раз в тот момент, когда гигантский ковчег летел на небольшой высоте, впереди внезапно раздался оглушительный грохот, сопровождаемый взрывом сильных энергетических колебаний. Патриарх Хуаши стоял в передней части ковчега, контролируя направление его полета, и выражение его лица сразу же резко изменилось, когда он почувствовал эти мощные энергетические колебания. Он поспешно влетел в каюту ковчега, и мгновение спустя Хань Ли неторопливо вышел из каюты, а Чжу Гаэр и патриарх Хуаши последовали за ним. «Ты хочешь сказать, что впереди сражаются существа Великой Стадии Вознесения?» Действительно, энергетические колебания такого уровня мощности могут возникать только в результате сражений между существами стадии Великого Вознесения. «Лети на ковчеге в том направлении. Я хочу посмотреть, что там происходит», — проинструктировал Хань Ли, глядя вдаль прищуренными глазами. «Да, мастер Хан». Патриарх Хуаши немедленно сделал, как ему было сказано, и священный ковчег Чернильного Духа слегка вздрогнул, прежде чем полететь в другом направлении с несколько большей скоростью, чем первоначально. По мере того, как ковчег летел вперед, энергетические колебания и взрывы впереди становились все более и более сильными. Наконец, впереди показался небольшой остров, и над островом непрерывно вспыхивали шары света, испуская устрашающие энергетические колебания, которые снижали близлежащий уровень моря более чем на 100 футов. Что касается острова, то он был полностью выровнен, и все достопримечательности на нем были стерты с лица земли, придавая ему чрезвычайно плоский и гладкий вид. Хань Ли всмотрелся вдаль прищуренными глазами и быстро оценил ситуацию, которая разворачивалась впереди. Внутри взрывающихся шаров света находились 3 массивных морских зверя, которые окружили и атаковали серебряного змея. Морские звери состояли из гигантского морского конька, массивной зеленой черепахи и горного синего осьминога. Все они спускали яростные ауры и развязывали различные виды свирепых атак, все из которых были направлены на серебряного змея, которого они окружили. Все 3 морских зверя были близки к средней стадии Великого Восхождения, находясь у власти, но они были изрешечены ранами. Несколько частей панциря зеленой черепахи треснули, и из этих трещин текла зеленая кровь, в то время как у гигантского осьминога большие участки тела были обуглены до черноты, а несколько его щупалец пропали. В отличие от этого, морской конек казался совершенно невредимым, но вокруг половины его тела было сверкающее золотое кольцо, что делало его заметно медленнее, чем 2 других морских зверей. Серебряный змей, на которого напали 3 зверя, был в еще более плачевном состоянии. У него не только отсутствовал хвост и один из передних когтей, большая часть его серебряной чешуи была сорвана, и по какой-то причине у него обильно текла кровь из глаз. Несмотря на это, он все еще был в состоянии едва сдерживать 3 морских зверей, когда вокруг него непрерывно вспыхивали серебряные молнии. Взгляд Хань Ли сразу же упал на живот серебряной змеи, где лежал маленький фиолетовый зверь, свернувшийся в клубок.
Он крепко вцепился своими маленькими когтями в чешую серебряного змея, но был совершенно неподвижен, и было неясно, жив он или мертв. Зрачки Хань Ли сразу же слегка сузились в тот момент, когда он увидел маленького фиолетового зверька, который поразил его чувством знакомого. Священный ковчег чернильного духа был огромен, и Хань Ли не пытался его скрыть, поэтому он, естественно, привлек внимание 3 морских зверей и серебряного змея. Однако в данный момент все 4 находились на решающем этапе своей битвы не на жизнь, а на смерть, так что, несмотря на приближение постороннего, они просто не могли остановиться. Вместо этого их битва внезапно стала еще более опасной и свирепой. Перед лицом своих 3 противников серебряный змей был действительно на заднем плане и находился в крайней опасности. Как раз в тот момент, когда гигантский ковчег собирался достичь 4 зверей, Хань Ли внезапно крикнул «Остановись!». Его голос был не очень громким, но это было похоже на взрывной раскат грома в ушах 4 зверей, и они вздрогнули, прежде чем непроизвольно отступить назад, тем самым поставив битву на паузу. 3 морских зверя, естественно, были в ярости от вмешательства Хань Ли, и они повернулись к Хань Ли в унисон со злобными выражениями, затем объединили свои 3 устрашающие ауры, прежде чем отправить его в сторону гигантского ковчега, как 3 неподвижные горы. Хань Ли холодно хмыкнул, увидев это, и сделал ручную печать, на которой массивная проекция истинного дьявола происхождения появилась позади него во вспышке золотого света. Проекция открыла свои 6 глаз, и Хань Ли выпустил ауру, которая была в несколько раз более грозной, чем объединенные ауры 3 морских зверей. 4 ауры столкнулись среди грохочущего грохота, и 3 морских зверя были немедленно отправлены в полет, не оказав никакого сопротивления. Только после того, как они пролетели более 1000 футов, им удалось успокоиться с встревоженным выражением лица, и гигантский морской конёк спросил: «Кто вы и почему вы вмешиваетесь в наши дела?» «Мы все старейшины Дворца морских стражей. Даже с твоими способностями, твое пребывание в море станет крайне неприятным, если ты наживешь врага в нашем дворце». В ответ на эту угрозу Хань Ли остался невозмутимым и ответил холодным голосом: «Я никогда не слышал об этом Дворце морских стражей. Отвали, или я убью вас всех 3 и превращу ваши туши в материалы для обработки инструментов». 3 морских зверя пришли в еще большую ярость, услышав это, но перед лицом подавляющего духовного давления, оказываемого Хань Ли, они могли только обменяться покорным взглядом, прежде чем нырнуть обратно в глубины моря. Серебряный змей превратился в человека в серебряном одеянии, который выглядел довольно бледным, и на его одежде были пятна крови. Он держал за руку маленькую девочку в пурпурном одеянии и издалека слегка поклонился Хань Ли. «Спасибо, что спасли меня, товарищ Даос». Серебряный змей был чрезвычайно горд, но, увидев силу, которую только что продемонстрировал Хань Ли, он не осмелился проявить ни малейшего неуважения. «Если я не ошибаюсь, вы коллега Даос Туя, верно?» «Как ты узнал?» «Если подумать, вы кажетесь довольно знакомым. Мы встречались раньше, товарищ Даос». Человек в серебряном одеянии сначала был несколько озадачен, услышав это, но затем он начал оценивать Хань Ли с намеком на узнавание в глазах. Он никак не мог забыть кого-то столь могущественного, как Хань Ли, поэтому он был слегка озадачен своими собственными мрачными воспоминаниями. «Отец — это тот человек, которого мы встретили во время аукциона, когда меня забрали эти плохие люди, старший брат Сауры матери», — внезапно сказала маленькая девочка, когда она начала настойчиво дергать отца за рукав. Действительно, этот человек был никем иным, как змеем с человеческим лицом на стадии Великого Вознесения, который ворвался на аукцион облачного города много лет назад, и эта маленькая девочка была его прямым потомком, которая была захвачена и почти продана как предмет аукциона. «Что? Это ты?» Человек в серебряном одеянии был поражен, услышав это, и он изо всех сил пытался приравнять этого непостижимо могущественного человека к культиватору пространственного закаливания, с которым он однажды столкнулся все эти годы назад. «Я тоже не ожидал встретить тебя здесь, товарищ Даос Ту. Мы встречались всего 1 раз, но я думаю, что мы подходим как знакомые. Как ты оказался в таком плачевном состоянии?» Эти 3 морских зверя были довольно могущественны, но они еще не достигли стадии Великого Вознесения. Конечно, они не должны были представлять для вас такую угрозу, спросил Хань Ли. Если бы я был в отличной форме, эти 3 старейшин Дворца морской стражи, естественно, не смогли бы мне противостоять. Однако я попал в ловушку, расставленную моим могущественным врагом ранее, и в результате мои силы упали ниже уровня Великого Вознесения, и я мог использовать свое физическое тело и связанные способности только для борьбы с этими 3 старейшинами. Мужчина в серебряном одеянии вздохнул с кривой улыбкой. «Я понимаю. Если вы не возражаете, не могли бы вы позволить мне осмотреть ваше нынешнее состояние?» — спросил Хань Ли. Услышав это, человек в серебряной мантии несколько заколебался. «Возможно, я слишком прямолинеен, но даже если у вас есть способ постепенно прийти в себя со временем, я не думаю, что ваша дочь сможет продержаться долго», — сказал Хань Ли, бросив взгляд на маленькую девочку в фиолетовой мантии.
Глава 2393. Дворец морских стражей. Вы можете определить болезнь, от которой страдает моя дочь? Во время моего побега я был поражен секретной техникой, выпущенной моим врагом, и, хотя я принял на себя основную тяжесть атаки, небольшая часть ее силы обрушилась на мою дочь. Смогли бы вы вылечить ее, товарищ Даос? Настойчиво спросил человек в серебряном одеянии. Разве ты сам не пытался вылечить ее? Спросил Ханли. Эта секретная техника, используемая моим врагом, противоречит моим способностям, поэтому, если бы я попытался вылечить ее, ее состояние только ухудшилось бы. Если вы согласитесь помочь мне, я буду в долгу перед вами до конца своей жизни, ответил Туя с кривой улыбкой. Состояние вашей дочери не слишком сложно для меня вылечить, и я даже могу позволить вам восстановить ваши способности на стадии Великого Вознесения. Однако у меня есть условие, сказал Ханли спокойным голосом. Выражение лица человека в серебряной мантии слегка изменилось, услышав это, но затем он немедленно подсказал: продолжай и изложи свое состояние, брат Хань. Пока это в моих силах, я буду уверен, что удовлетворю вас. Не нужно быть таким серьезным, брат Ту. Мое условие не очень трудно выполнить. Все, что я хочу, чтобы вы нашли для меня определенное место на близлежащем морском дне, ответил Ханли со слабой улыбкой. И это все. Выражение лица Туя сразу же немного смягчилось, услышав это. Хе-хе, какое условие, по-твоему, я собирался поставить? Ханли усмехнулся. Похоже, я слишком много думал. С той силой, которую ты только что продемонстрировал, я не смог бы сравниться с тобой даже на пике своей силы, так что тебе не нужно было бы пытаться обмануть меня. Если это единственное условие, то я был бы более чем счастлив принять его, сказал мужчина в серебряной мантии. В таком случае, пожалуйста, зайдите на мой ковчег, и я проведу лечение для вас и вашей дочери, ответил Ханли, кивнув. Мужчина в серебристой мантии бросил взгляд на массивный черный ковчег и, не колеблясь, опустился на него вместе с ее дочерью. Таким образом, священный ковчег чернильного духа вернулся на свою первоначальную траекторию по приказу Ханли и продолжил полет по воздуху. На следующий день мужчина в серебряном одеянии беседовал с Ханли в каюте ковчега с благодарным выражением лица, в то время как его дочь стояла позади него, выглядя намного лучше, чем накануне. Патриарх Хуаши и Джу Гаэр также почтительно стояли в стороне. Твои силы поистине непостижимы, товарищ Даос. Я думал, что потребуется по крайней мере несколько месяцев, чтобы вылечить меня и мою дочь. Я никогда не думал, что для тебя это займет всего одну ночь. Если место морского стража осмелится послать кого-нибудь еще за мной, я смогу быть уверен, что они никогда не вернутся, сказал человек в серебряной мантии в приподнятой манере. Не упоминая об этом, товарищ Даос. Кстати, что это за дворец морских стражей? Эти трое старейшин дворца не являются чем-то особенным в наших глазах, но они определенно более могущественны, чем большинство существ на стадии интеграции тела, сказал Ханли, поглаживая свой подбородок. Выражение лица человека в серебряной мантии слегка изменилось, услышав это, но он все равно честно ответил: дворец морских стражей — это сила, основанная моим врагом. Он является главным дворцовым мастером, и помимо него есть также два других великих дворцовых мастера сцены Вознесения, а также более 100 старейшин, сопоставимых по силе с тремя, с которыми вы столкнулись накануне. Что касается других морских зверей, находящихся под командованием дворца, их просто слишком много, чтобы сосчитать. Ой, этот дворец морских стражей звучит как довольно грозная держава. Почему ни одно из его великих существ в стадии Вознесения не было послано, чтобы выследить тебя в твоем ослабленном состоянии? Спросил Ханли. Место стража моря мой враг, но я в хороших отношениях с другой крупной державой в этом регионе моря, залом Лазурного Змея. После того, как я применил секретную технику, чтобы убежать от своего врага, я отправил сообщение помощи, и мои хорошие друзья в зале Лазурного Змея организовали крупномасштабную атаку на дворец морских стражей, тем самым помешав двум другим великим мастерам дворца сцены Вознесения прийти за мной. Однако путь в зал Лазурного Змея был полностью перекрыт морскими зверями из дворца морских стражей, поэтому мне пришлось бежать всю дорогу сюда, ответил человек в серебряной мантии. Я понимаю. Судя по названию зала лазурных змей, я предполагаю, что его лидеры — могущественные существа расы лазурных змей, сказал Ханли. Правильно, два мастера зала лазурного змея оба являются существами великой стадии Вознесения расы лазурных змей, и они близкие друзья, которым я готов доверить свою жизнь. Несмотря на то, что в зале лазурного змея есть только два великих существа стадии Вознесения, они намного могущественнее, чем три дворцовых мастера дворца морских стражей, поэтому две силы равны по общей силе. Кстати, я припоминаю, что вы были только на стадии пространственного закаливания, когда я в последний раз встречал вас в облачном городе. Как вы продвинулись до стадии Великого Вознесения за такое короткое время? Даже на протяжении всей истории я не уверен, есть ли кто-нибудь, кто может сравниться с твоими удивительными способностями, сказал Туя, явно все еще ошеломленный резкой трансформацией Ханли.
Все это было благодаря нескольким чудесным возможностям, с которыми я столкнулся, что я смог достичь своей нынешней базы культивирования, но с точки зрения стабильности моего фундамента, я никоим образом не могу сравниться с ветераном Великой стадии Вознесения, подобным вам, скромно ответил Ханли. Вы слишком скромны, товарищ Даос. Кроме того, что это за место, которое вы хотите, чтобы я помог вам найти? Я не могу сказать, что знаю каждый дюйм этого региона как свои 5 пальцев, но я посетил все особые районы в этом регионе, сказал Туя. Я ищу набор подводных координат. Что касается точного местоположения. Хуаши, подойди сюда и расскажи товарищу Досу Ту, что мы ищем. Хуаши сам морской зверь, поэтому я уверен, что он сможет представить лучший отчет, чем я, сказал Ханли. Хуаши немедленно сделал, как ему было сказано, направившись к Туя, прежде чем дать подробное объяснение. Старший Ту, координаты, которые мы ищем, были предоставлены нам древним алтарем и характеристики местоположения. Несмотря на то, что они узнали приблизительные координаты входа в маленькое духовное небо через древний алтарь, море было непостижимо огромным, так что даже небольшая погрешность могла равняться бесчисленным километрам. Патриарх Хуаши был искусен в способностях, связанных с водой, но даже с его помощью найти вход было бы непростой задачей. Таким образом, Ханли обратился за помощью к Туя, который был одновременно и существом Великой стадии Вознесения, и очень хорошо знаком с этим регионом. С его помощью отследить правильное местоположение не должно быть слишком сложно. Что касается 3 существ Великой стадии Вознесения Дворца Морских Стражей, даже если бы они были немного более могущественными, чем среднее существо Великой стадии Вознесения, они все равно не могли бы сравниться с нынешним Ханли, поэтому он вообще не беспокоился о них. После некоторого обсуждения Туя и патриарх Хуаши быстро определили участок морского дна, который соответствовал описанию входа в маленькое духовное небо, и священный ковчег с чернильным духом немедленно полетел в этом направлении со скоростью, в несколько раз превышающей его первоначальную скорость. 2 месяца спустя гигантский черный ковчег был расположен в воздухе над участком моря, который был заполнен камнями и кораллами. Тысячи первоклассных марионеток патрулировали этот район моря, в то время как еще больше кукол из кристаллов дьявола рыскали по морскому дну в поисках чего-то. Патриарх Хуаши и Туя также присоединились к куклам, исследуя морское дно своим духовным чувством. Тем временем Хань Ли сидел на палубе ковчега, медитируя с закрытыми глазами. Жу Гаэр, казалось, терпеливо стояла рядом с ним, но случайные взгляды, которые она бросала на море за пределами ковчега, естественно, не ускользнули от внимания Хань Ли. «Почему ты так взволнован?» Это место, которое они вдвоем определили как наиболее вероятное место входа, так что вердикт, безусловно, будет вынесен нам в ближайшее время, сказал Ханли, не открывая глаз. Я просто беспокоюсь, что это будет еще одна бесплодная поездка. 2 старших сказали то же самое о 2 предыдущих местах, которые мы посетили, но ни одно из них не оказалось тем местом, которое мы ищем, сказал Джу Гаэр. Море огромно, а подводный мир чрезвычайно сложен, поэтому неудивительно, что будут допущены ошибки. Однако у меня есть предчувствие, что это то место, которое мы ищем, с улыбкой ответил Ханли. Джу Гаэр был очень рад это услышать. С твоими способностями я уверен, что твое предчувствие верно. Внезапно глаза Ханли слегка сузились, когда он посмотрел в определенном направлении. Похоже, мне придется позаботиться о некоторых незваных гостях. Тем временем группа морских зверей появилась на поверхности океана в сотнях тысяч километров отсюда. Эти морские звери сильно различались по размеру и внешнему виду, и их было так много, что они покрывали практически каждый дюйм территории в радиусе 100 километров. В самом начале группы был длинноволосый мужчина в нефритовой короне, сидящий на гигантской зеленой черепахе, и он вел армию морских зверей в направлении, где находился священный ковчег чернильного духа. Прямо за гигантской зеленой черепахой виднелись массивный морской конек и горный голубой осьминог. Я чувствую, что этот человек прямо впереди. Как он посмел сорвать планы нашего дворца? У него должно быть желание умереть. Подготовьте строй мириад зверей, я собираюсь поймать его здесь в ловушку и измотать, пока он не умрет. Внезапно холодным голосом скомандовал длинноволосый мужчина. В армии морских зверей немедленно протрубил рог, и все звери бросились в бой, быстро выстраиваясь в глубокий строй, продолжая идти вперед. Такая огромная армия морских зверей, естественно, быстро привлекла внимание группы бронированных марионеток, патрулирующих близлежащую местность, и они немедленно перелетели к армии морских зверей. Это была группа примерно из дюжины кукол, и их вела серебряная кукла, которая холодным голосом заявила «Остановитесь! Наш хозяин что-то делает впереди, все посторонние должны остановиться здесь или столкнуться со смертью». Выражение лица длинноволосого мужчины сразу потемнело, когда он увидел это. Какая наглость! Как только его голос затих, около дюжины мощных морских зверей позади него в унисон открыли рты, выпустив серию мощных атак, которые почти мгновенно разнесли марионеток на бесчисленные куски.
Глава 2394. Маленькое духовное небо. Затем длинноволосый мужчина махнул рукой, и армия морских зверей немедленно продолжила движение вперед. Прямо в этот момент поблизости вспыхнули пространственные колебания, и полупрозрачная нить без всякого предупреждения вылетела из воздуха, затем мгновенно достигла длинноволосого мужчины, как будто посредством телепортации, прежде чем превратиться в полосу полупрозрачной цемеча. Длинноволосый мужчина был несколько удивлен этой атакой, но остался спокоен и открыл рот, чтобы выпустить шар фиолетового света, который мгновенно превратился в гигантский щит, испещренный фиолетовыми узорами. В то же время он сделал ручную печать, создав голубой водный барьер, который мгновенно затопил все его тело. В следующее мгновение полупрозрачная цемеча прорвалась сквозь гигантский щит и водный барьер, как горячий нож сквозь масло, затем молниеносно развернулась вокруг тела длинноволосого мужчины, разрезав его пополам прямо перед его изумленным взглядом. Две половины тела длинноволосого мужчины мгновенно взорвались бесчисленными пузырьками, и эти полупрозрачные пузырьки разлетелись во все стороны. Прямо в этот момент полупрозрачная цемеча исчезла, и появилась миниатюрная пурпурно-золотая фигурка, прежде чем взмахнуть пальцем в определенном направлении, выпустив полосу невидимой цемеча, которая мгновенно подхватила один из убегающих пузырьков. Пузырь немедленно превратился в миниатюрную гуманоидную фигуру, внешне идентичную длинноволосому мужчине. Несмотря на то, что у него было несколько мощных защитных сокровищ, чтобы защитить себя, все они были быстро уничтожены полосой цемеча, и миниатюрная фигурка также была уничтожена под мучительный вой. С того момента, как появилась полупрозрачная нить, и до того момента, как был убит длинноволосый мужчина, все произошло в мгновение ока. Армия морских зверей даже не успела среагировать, и как только они поняли, что произошло, все они, естественно, были крайне взбешены. Дюжина или около того самых мощных морских зверей среди них испустили громовой рев, развязав все виды атак, которые в бешенстве устремились прямо на Цзиньтуна. Холодный свет вспыхнул в глазах Цзиньтуна, когда он увидел это, и он выпустил бесчисленные полосы невидимой цемеча, которые дождем посыпались с небес, с легкостью уничтожая все надвигающиеся атаки, прежде чем погрузиться в армию морских зверей внизу. Даже среднестатистическое существо великой стадии Вознесения не осмелилось бы противостоять этой цемеча в лоб, поэтому эти морские звери, естественно, были совершенно бессильны. Орды морских зверей были мгновенно разорваны полосами цемеча, и бесчисленные отрубленные конечности выплыли на поверхность океана, которая была окрашена кровью в красный цвет. Морские звери, наконец, пришли в ужас, увидев это, и один из них издал пронзительный крик, от которого все оставшиеся морские звери разбежались и разбежались во все стороны, спасая свои жизни. Тем временем Цзиньтун посмотрел сверху с холодным выражением лица, затем сделал хватательное движение в сторону океана внизу. Браслет для хранения длинноволосого мужчины немедленно вылетел, прежде чем приземлиться в руках Цзиньтуна, и он бросил короткий взгляд на браслет для хранения, прежде чем исчезнуть на месте. В то же время голубой свет в глазах Хань Ли померк, когда он стоял перед священным ковчегом чернильного духа, и он пробормотал себе под нос: «Хорошо, теперь, когда об этих незваных гостях позаботились, мы можем спокойно ждать». Жу Гаэр стояла позади Хань Ли, и, судя по выражению ее лица, было ясно, что она понятия не имела, что произошло. После этого Хань Ли закрыл глаза, чтобы снова медитировать. Полдня спустя, как раз когда небо начало тускнеть, из моря внезапно вылетел талисман. Хань Ли немедленно открыл глаза и сделал хватательное движение, чтобы взять талисман в свои руки. Затем талисман немедленно взорвался багровым огненным шаром, и поток информации был передан в духовное сознание Хань Ли, после чего на его лице появилось радостное выражение. «В чем дело, старший хан?» — нетерпеливо спросил Джу Гаэр. Они наконец-то нашли место, которое, как они подозревают, и является входом. «Пойдем туда прямо сейчас», — сказал Хань Ли, поднимаясь на ноги. Жу Гаэр, естественно, тоже был в восторге, услышав это. Таким образом, по приказу Хань Ли вокруг ковчега возник барьер черного света, и гигантский ковчег медленно опустился в море. В уединенном месте морского дна, где росли бесчисленные разноцветные морские растения, перед гигантской малиновой скалой собрались сотни кукол. Патриарх Хуаши и Туя стояли перед куклами, и они как раз оценивали багровую скалу, когда священный ковчег чернильного духа с грохотом приблизился к ним издалека, как дьявол. Ковчег быстро поднялся над алой скалой, после чего Хань Ли сделал ручную печать, и барьер черного света вокруг ковчега резко увеличился, охватывая область радиусом в несколько километров, вытесняя всю близлежащую морскую воду. Мастер Хань. Товарищ Даос Хань. Патриарх Хуаши и Туя сразу же подошли к Хань Ли после его прибытия. Хань Ли внезапно исчез из гигантского ковчега, прежде чем появиться прямо перед гигантской алой скалой. Это то место, о котором ты говорил в талисмане. Совершенно верно. Старший Ту и я неоднократно проверяли наш вердикт, так что ошибки быть не должно. Кроме того, мы можем ощутить некоторые пространственные колебания, просачивающиеся из этой области, почтительно ответил патриарх Хуаши. Товарищ даосист Хуаши прав,
Я на 80% уверен, что это тот вход, который вы ищете, брат Хань, уверенно вмешался Туя. Спасибо тебе за твою тяжелую работу, брат Ту. Гаэр, подойди сюда, сказал Ханли, махнув рукой в сторону Джу Гаэр, который все еще был на ковчеге. Джу Гаэр поспешно подлетел к Ханли, который проинструктировал: пойдем со мной, и мы проверим, действительно ли это вход в маленькое духовное небо. Если это так, то Хуаши тоже войдет с ковчегом и куклами. Да, старший хан. Как пожелаете, мастер Хань. Джу Гаэр и патриарх Хуаши дали утвердительные ответы. Туя придерживался мнения, что то, что делал Ханли, было довольно рискованно, но затем он вспомнил об удивительной силе, которую проявил Ханли, и решил не пытаться отговорить его. Сразу же после этого Ханли выпустил вспышку духовного света, которая охватила Джу Гаэр, прежде чем полететь к гигантской скале. Кажущаяся обычной поверхность массивной скалы слегка искривилась, и дуэт Ханли влетел прямо в нее, оставив патриарха Хуаши, Туя и марионеток ждать их снаружи. Как только Ханли влетел в гигантскую скалу вместе с Джу Гаэр, он сразу же замедлился, и его тело стало очень вялым, как будто он попал в какое-то ограничение. В то же время пространственные колебания, которые были очень слабыми снаружи, стали здесь чрезвычайно выраженными, и впереди появился шар радужного света, который медленно вращался на месте. Ханли направил свое духовное чувство в шар радужного света, и его глаза сразу же загорелись, когда он превратился в золотую обезьяну ростом более 100 футов. После его трансформации его медлительность сразу же уменьшилась, и он схватил Джу Гаэр, прежде чем шагнуть к шару радужного света. Затем Ханли нырнул головой вперед в шар радужного света и исчез на месте. В другом царстве в определенном лесу раздался оглушительный грохот, и бесчисленные лучи золотого света внезапно вырвались из гигантской пышной сосны. Затем дерево содрогнулось, прежде чем разлететься на бесчисленные куски дерева, оставив на земле гигантский кратер глубиной в несколько десятков футов. Более чем в 100 футах над кратером находился шар радужного света, который непрерывно вращался, и 2 человека вылетели из него во вспышке пространственных колебаний. Это были никто иные, как Ханли и Джу Гаэр. Ханли быстро осмотрел свое окружение, и его брови слегка нахмурились, когда он сказал: «Духовная ци здесь действительно менее обильна, чем в царстве духов. Гаэр — это маленькое духовное небо. Пожалуйста, дайте мне минутку, старший Хань. Плотность духовной ци здесь очень похожа на плотность малого духовного неба, но позвольте мне проверить, просто чтобы убедиться», — взволнованно ответила Джу Гаэр, также осматривая свое окружение. Сразу же после этого она перевернула руку, чтобы вызвать носовой платок, который она бросила вперед, прежде чем быстро наложить несколько печатей заклинания. Вспышка белого света осветила носовой платок, и сразу же появилась чрезвычайно четкая карта. Джу Гаэр была в восторге, увидев это, и она сказала: «Моя секретная техника сработала, так что это определенно маленькое духовное небо. Позвольте мне проверить наше текущее местоположение. Мы в зеленом море маленького неба духов. Не имеет значения, где мы сейчас находимся, пока это действительно маленькое духовное небо. Ты пока оставайся здесь, а я приведу сюда Хуаши и остальных». Проход оказался сложнее, чем ожидалось, поэтому Хуаши не сможет пройти по нему в одиночку, проинструктировал Ханли. Джу Гаэр, естественно, дал утвердительный ответ на это. Таким образом, Ханли снова влетел в шар радужного света, и примерно через 15 минут произошел еще один всплеск пространственных колебаний, когда священный ковчег чернильного духа, теперь значительно уменьшившийся, вылетел из шара света. Как только ковчег появился, он сразу же вернулся к своим первоначальным горным размерам, и Ханли и патриарх Хуаши были показаны в передней части ковчега. Что касается Туя и его дочери, они уже ушли с другой стороны прохода, еще раз поблагодарив Ханли. Джу Гаэр немедленно взлетела на ковчег с взволнованной улыбкой, на что Ханли повернулась к ней и сказала: «Хорошо, расскажи мне об этом зеленом море, а также о том, где ты жила в маленьком небе духов в прошлом. Я хочу хорошо поболтать с твоей матерью». Зеленое море — это территория расы зеленых духов, которая является самой могущественной расой в малом небе духов, а также заклятым врагом нашей человеческой расы. Что касается места, где я жил в малом небе духов, то это была бы человеческая территория, которая находится по другую сторону малого неба духов, так что это очень далеко, немного удрученно ответил Джу Гаэр. Глава 2395. Раса зеленых духов. Раса зеленых духов — это зеленокожие существа с полупрозрачными крыльями. Спросил Ханли, слегка прищурившись. Выражение лица Джу Гаэр слегка изменилось, когда он услышал это. «Как ты узнал, старший Хань?» Похоже, что вход нашего святого ковчега чернильного духа в это царство вызвал слишком много беспокойства, и пока мы говорим, к нам приближается много зеленых духовных существ, ответил Ханли. Я понимаю.
Будьте осторожны, старший Хань, в малом духовном небе не существует существ великой стадии вознесения из-за недостаточной духовной ци, но раса зеленых духов по-прежнему является самой могущественной расой во всем этом царстве. Они могут общаться с истинными духоподобными существами, известными как древние духи деревьев предков, посредством одержимости, и их сила не уступает силе среднего существа на стадии Великого Вознесения, поспешно предупредил Чжу Гаэр. Древние духи деревьев предков. Это звучит интересно. Однако сейчас не время ввязываться в бессмысленные конфликты. Если эти зеленые духовные существа знают, что для них хорошо, тогда они будут держаться подальше от меня, тогда я оставлю их в покое. Однако, если они осмелятся попытаться встать у меня на пути, я был бы не прочь преподать им урок. Никто не должен знать о входе в этот проход, поэтому я установлю ограничение, чтобы скрыть его, сказал Ханли, когда холодный свет вспыхнул в его глазах. Сразу же после этого он поднял рукав, чтобы выпустить серию флагов формирования, которые превратились в шары света разных цветов, прежде чем исчезнуть в окружающем пространстве в мгновение ока. Затем Ханли сделал ручную печать, прежде чем указать пальцем на шар радужного света, выпустив вспышку пятицветных рун, которые превратились в световой барьер, скрывающий весь шар света. В мгновение эка шар радужного света и световой барьер исчезли, и слабые пространственные колебания, исходящие от шара света, также были отключены. После этого Хань Ли произнес заклинание, прежде чем переключиться на другую ручную печать, затем снова взмахнул рукавом в воздухе, выпустив вспышку зеленого света, которая превратилась в огромную руну, прежде чем взорваться с глухим стуком. Бесчисленные зеленые нити рассеялись по окрестностям, и гигантская сосна, которая уже превратилась в обломки дерева, начала быстро преобразовываться со скоростью, заметной невооруженным глазом, как будто каким-то чудом. Даже кратер на земле снова начал заполняться, и всего за несколько вдохов и дерево, и земля пришли в норму. После того, как он прочесал все вокруг своим духовным чувством, чтобы убедиться, что ничего не пропустил, на лице Хань Ли появилось довольное выражение. Затем он ткнул ладонью вдаль, и небольшая гора на расстоянии около 10 километров была мгновенно снесена с лица земли оглушительным грохотом. Гигантский отпечаток руки появился на земле в радиусе полукилометра вокруг того места, где когда-то стояла гора, и отпечаток руки был глубиной более 100 футов. Даже все отпечатки пальцев на руке были хорошо видны. «Поехали», — проинструктировал Хань Ли со слабой улыбкой, после чего гигантский ковчег быстро улетел вдаль. Некоторое время спустя несколько полос света появились на сцене с другого направления, затем остановились над гигантским отпечатком руки, оставленным Хань Ли, открыв 3 гуманоидные фигуры с полупрозрачными крыльями, похожими на цикад на их спинах. Все трое состояли из женщины и 2 мужчин, все они были зеленокожими, высокими и долговязыми. Все трое с мрачным выражением посмотрели на отпечаток гигантской руки, и чуть более хорошо сложенный мужчина спросил: «Что ты думаешь об этом, Куин?» Брови женщины были плотно нахмурены, когда она ответила: «Тот, кто это сделал, должно быть чрезвычайно силен. По крайней мере, мы трое не смогли бы этого сделать». Это огромное преуменьшение. Кто бы это ни сделал, он определенно намного сильнее нас троих, холодно хмыкнул другой мужчина. Судя по форме этого отпечатка руки, он явно был оставлен человеком. Есть ли кто-то настолько могущественный среди человеческой расы? Спросила Куин с намеком на недоумение в глазах. В прошлом самым могущественным существом в человеческой расе был мирянин Тай Цюнь с горы Небесные Врата, и он лишь немного могущественнее нас. Могло ли это быть оставлено новым могущественным существом человеческой расы? Размышлял первый человек. Маленькое духовное небо не совсем массивное место. Как мы могли ничего не слышать, если бы такое могущественное существо появилось в человеческой расе? Кроме того, почему этот человек появился прямо в центре нашего Зеленого моря? Задумчиво произнес второй мужчина. Это действительно довольно странно. Похоже, нам придется спросить ответ у виновника, сказала женщина, и в ее глазах мелькнул холодный взгляд. Как вы двое думаете, что это может означать? Спросил первый мужчина, задумчиво поглаживая свой подбородок. Что еще это может означать? Этот отпечаток руки, очевидно, был оставлен здесь, чтобы запугать нас, но тот, кто это сделал, жестоко ошибается, если думает, что это сойдет ему с рук. Даже если они являются существом великой стадии вознесения человеческой расы, они должны дать объяснение этому, сказал второй мужчина с холодной улыбкой. Конечно. В противном случае, если бы слух об этом распространился, все другие расы подумали бы, что они могут входить и выходить из нашего Зеленого моря, когда им заблагорассудится. Кстати, что это были за пространственные колебания, которые появились в самом начале? Может быть, этот человек применил какую-то секретную пространственную технику, которая позволила им игнорировать установленные нами ограничения и телепортироваться в Зеленое море? Предположила женщина. Я также почувствовал эти пространственные колебания, но я не смог найти поблизости ничего, что испускало бы остаточные пространственные колебания, так что, похоже, этот человек должно быть стерих, ответил второй мужчина.
Независимо от того, какова их цель, мы просто должны поймать их и допросить. Хе-хе, это может быть хорошо для нашей расы зеленых духов. В конце концов, мы, возможно, не сможем успешно призвать древних духов деревьев предков за пределами Зеленого моря, сказал первый человек с улыбкой. Действительно. Чего же мы тогда ждем? Давайте сразу же пустимся в погоню. Силами этого человека наши братья не смогут задержать его надолго, даже с помощью силы Зеленого моря, чтобы помочь им, сказала женщина. Двое мужчин, естественно, не возражали против этого, и поэтому они снова отправились в путь в виде полос света, летящих в том же направлении, что и гигантский ковчег. Тем временем священный ковчег чернильного духа все еще летал по воздуху, но тысячи зеленых духовных существ появились поблизости, и они владели различными видами сокровищ, чтобы напасть на ковчег издалека. Бесчисленные дьявольские хрустальные куклы также появились на ковчеге, выпуская столбы света и молнии, чтобы противостоять зеленым духовным существам в жестокой битве. Однако даже самые могущественные из этих зеленых духовных существ находились только на стадии пространственного закаливания, поэтому их атаки с легкостью сдерживались барьером черного света вокруг гигантского ковчега. Что касается атак, развязываемых марионетками, то все они сдерживались серией выступов листьев, вызванных зелеными духовными существами. Битва, казалось, была чрезвычайно ожесточенной, но на самом деле было не так много жертв, и гигантский ковчег также ни в малейшей степени не замедлился. Внезапно почти половина зеленых духовных существ расположилась в странном строе, прежде чем сделать ручные печати и произнести заклинание. Зеленый свет вспыхнул в бесчисленных гигантских деревьях внизу, и каждая из них выпустила проекцию листьев, которая быстро сошлась, образовав гигантскую проекцию листьев размером в несколько акров. Затем проекция мгновенно появилась над черным ковчегом, прежде чем спуститься с небес, как будто она пыталась охватить весь ковчег. Прямо в этот момент над гигантским ковчегом вспыхнули пространственные колебания, и появилась огромная лазурная рука, прежде чем взмыть вверх, как молния. Лазурная рука немедленно схватилась за гигантскую проекцию листа, которая начала бороться изо всех сил, как будто это было живое существо, но хватка массивной руки была слишком крепкой, чтобы проекция листа могла вырваться. Зеленые духовные существа в строе были ошеломлены, увидев это, и они в бешенстве поспешно влили свою магическую силу в проекцию над ковчегом. Проекция гигантского листа изначально была слегка размытой и нечеткой, но с этим притоком энергии она стала намного четче и более существенной, а также начала выделять мощную ауру по мере того, как ее борьба усиливалась. Внезапно из гигантского ковчега раздалось холодное хрюканье, вслед за которым массивная лазурная рука усилила хватку и приложила взрыв огромной силы к выступу листа, который мгновенно разорвал выступ на части. В результате все зеленые духовные существа в строе были поражены ответной реакцией, и их лица значительно побледнели, когда они начали выплевывать полные рты крови. Некоторые из более слабых особей даже рухнули прямо с неба. Прямо в этот момент Хань Ли появился перед ковчегом, затем бросил холодный взгляд на окружающих зеленых духов. Я намеревался пощадить всех вас, но, видя, что вы настаиваете на том, чтобы раздражать меня, я отправлю вас всех в путь. Как только его голос затих, Хань Ли потер руки, вызывая в воображении шар золотой молнии, который резко увеличился в размерах, поднимаясь все выше в воздух. Сверкающий золотой свет разлился во всех направлениях, в то время как раскаты грома сотрясали все небеса. В мгновение шар молнии увеличился до размеров павильона с бесчисленными дугами золотых молний, вспыхивающих на его поверхности и спуская разрушительно-разрушительную ауру. Все находящиеся поблизости зеленые духи были чрезвычайно встревожены, увидев это, и один из их лидеров немедленно отдал приказ отступить, после чего все они разбежались вдаль. Однако Хань Ли не собирался так легко позволить им уйти. Холодный взгляд мелькнул в его глазах, когда он щелкнул печатью заклинания в гигантский шар молнии, и тот мгновенно взорвался, посылая бесчисленные дуги золотых молний во все стороны.